я хочу сделать украшение ягодное. Хочу использовать вот такие бусины в виде ягод красного цвета. Это у меня гавлит, очень давно покупала. Ссылочку не смогу дать на такие бусины. С прожилочками такими черными. Я уже вам показывала эти бусинки. У меня 10 миллиметров здесь, потом 8 миллиметров, 6 и 4. И вот такую гроздь мне нужно собрать на пины. И впереди будет висеть такая гроздь смородины красной. Ну а хочу совместить я это все с бронзовой фурнитурой. Вот такой коннектор у меня на 7 выводов. С этой стороны, как видите, листики. По-моему, я покупала этот коннектор в магазине Дом бусин. Как я люблю коннекторы, потому что с ними можно творить просто чудеса. Кладезь идей, на мой взгляд. И вот листики вниз будут у меня смотреть, наверное. Но я буду делать на мемори проволоке, наверное. Вот такой отрезок я уже подготовила с нахлестом. Ну и сейчас я буду сначала соберу все на пины. Это, конечно, не быстрая работа. И буду показывать все, как я буду делать. И начала я уже накручивать. Есть у меня пины 16 миллиметров. Я специально такие покупала, коротенькие, чтобы можно было маленькие бусинки вот так собирать и ничего не обрезать. Я вот сразу подгибаю и кончиками закручиваю. Получается у меня в 2 оборота и вот так петелька получается. Это для маленьких. На окончание у меня будут самые маленькие бусинки 4 миллиметра. Еще вот такие колокольчики, как вы помните. Недавно, по-моему, показывала. И есть у меня еще пины 2 миллиметра. Это уже бусинки могут подойти 6 миллиметров. И вот я беру 4 миллиметра бусинку, надеваю. Здесь 2 миллиметра пин у меня. Тоже удобно и 16, и 2 миллиметра. Как-то набрала я их разных размеров и очень удобно. И вот так вот помещается маленькая бусинка. Посмотрите, как здорово смотрится. И еще вот такие бусинки можно собрать. Вот такие маленькие шапочки. Беру я пин 2 миллиметра и вставляю вот так вот в шапочку, чтобы сделать такой хвостик на бусинке. Можно побольше бусинку взять. Для этой бусинки, наверное, вот так лучше выглядит, да? Уже похоже не только на смородину и на яблочко. И вот так закручиваю. Такой хвостик получается из шапочки. Можно еще вот такие вот шапочки я как-то покупала, показывала вам. Тоже хорошо подходят для таких ягодных украшений. Так, возьму, наверное, 2 миллиметра пин, бусинку 4 миллиметра. И посмотрите, как здорово, да? Она маленькая, хорошо ложится в шапочку. Здесь отверстие крупное. Я не буду обрезать, наверное. Пин 2 миллиметра оставлю. Хвостик длинный. Получается в 2 оборота. Вот такая вот петелька закрученная. И туда проваливается кончик пина. Посмотрите. И вот такая вот ягодка. И теперь мне нужно еще крутить и крутить, так как этого мало. И просто вот так буду закручивать. Ну и потом вернусь. И вот как я делаю. Решила я делать одну сторону в 2 ряда. Я отрезала вот такой отрезочек мемори проволоки и поставила коннектор впереди. На мемори проволоке я сделала вот такую петельку, которая крепится на коннектор. Провела я вот так. И заходит эта петелька в соседнее отверстие. Тем самым будет держаться на коннекторе. Набрала я бусинки. Вот так. И решила я еще в шапочки надеть бусинки. Вот такие шапочки. Вот так смотрится. Тем самым эти шапочки прикрывают мемори проволоку, чтобы меньше было просветов. Не видно было мемори проволоку. Листики еще проставляю. Вот так вот просто на петельку. И вот так у меня получается нижний ряд. Но это будет с одной стороны только. Верхний ряд будет из черных бусин у меня. И впереди будет коннектор.
от него будет уже цепочка. Хочу листик подвесить на цепочку. Ну и уже на цепочке у меня будут продолжения бусин крепиться на цепочку. И теперь я это все должна хорошо уложить здесь впереди. Потом мне нужно будет здесь сделать петельку, чтобы прикрепить вот к этому первому ряду верхнему. И закрыть шапочкой. Тем самым у меня получится вот почти двухрядное украшение. И сейчас я буду продолжать и показывать. И вот так у меня получилось. Я набрала бусинки. Здесь я поставила вот такой колпачок и закрыла соединение. Здесь бусинки у меня крупные, 12 миллиметров. И дальше уже 10 миллиметров. Сейчас я поставлю карабинчик вот такой цветочный и удлиняющую цепочку. Ну, а потом уже я буду крепить к коннектору, вот к нижнему колечку, уже цепочку и листик. Ну и на цепочке будет у меня еще грусть висеть, вот такая. Украшение готово. Посмотрите, как интересно оно смотрится. Я думаю, будут фотографии, посмотрите в конце видео. Такая большая гроздь, уже даже не смородиная, мне кажется, рябина получилась, или даже райские яблочки такие маленькие. Здесь я листик подвесила вот такой. Этот мне показался крупноват здесь, не стала я его. А вот этот в самый раз, по размеру подходит. И много-много разных бусин. И вот так вот соединила коннектором. На мой взгляд, сочетание красное с черным очень здорово смотрится. Это классика. И уже даже напоминает мне роман Стендаля «Красное-черное». Кто помнит этот роман? У нас эта книжка, помню, была в семье. Кому мы только ее не давали читать. Все, наверное, друзья и знакомые перечитали. И вот такая застежка с удлиняющей цепочкой, с шариком на конце. Я думаю, оригинально смотрится. Очень вкусное такое украшение получилось. Украшение будет в продаже на ярмарке мастеров. Но если кому-то понравилось, пишите. И такая интересная идея тоже для вас. Можно и в один ряд сделать, отсюда пустить, если кому-то не понравилась такая идея. Жду от вас комментарии. Как всегда, интересно ваше мнение. Пишите, будем общаться. Ну а если понравилось мое видео, ставьте пальчики, мне будет приятно. Ну и не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Много интересного у меня впереди. Так что я с вами не прощаюсь. До скорых встреч.